Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами с известным украинским политтехнологом Андреем Золотаревым. Андрей Владимирович, приветствую вас. Добрый вечер. Всем большое спасибо за то, что поддерживаете канал, за то, что не забывайте ставить лайк, ну и, конечно, подписываться, потому что половина до сих пор смотрит без подписки. Давайте уже присоединяйтесь. Конечно, обращаю внимание на то, что есть непосредственно YouTube-канал Андрея Владимировича, на него тоже рекомендую подписаться. Правила эфира очень просты. QR-код, который видите на своих экранах, если работает этот сервис у вас в стране, позволяет написать что угодно на экран, вопрос, мнение, предложение. Также ваши вопросы мы собираем в сообществе YouTube, предварительно, конечно, заблаговременно, и в клубе зрителей, закрытом клубе в телеграм-канале зрителей Шелеста. Также чат трансляции подключим в самый финал и в самом начале, потому что опрос нашего эфира звучит сегодня вот таким образом. Верите ли вы в прекращение огня в этом году? Варианты ответов. Да, кратковременное. Нет, не будет никакого прекращения огня. Да, длительное, и вот прям до выборов. Или да, длительное, договорятся, но потом его просто сорвут. Вот такие 4 варианта ответа. Выбирайте, друзья. И с этого хотел бы начать, потому что Буданов разразился очень интересными заявлениями. Говорит, может даже гораздо быстрее, чем до конца года перемирие Ну, будет. Что думаете? Знаете, ну, да, действительно, присоединяюсь, подписывайтесь и на Александра, и на мой канал, пока не заткнули рот, поскольку такие, ну, поползновения есть. Вдруг я там улицу буду переходить в неположенном месте. Ну, а, как вы знаете, у нас скорость звука опережает скорость звука. Вот, и часть, к сожалению, коллег предпочитает стучать, нежели перестукиваться. Поэтому есть определенное недовольство наличием вашего покорного слуги на канале Александра Шелеста. Поэтому, надеюсь, эфиры продолжатся, но, знаете, всякое может быть. Что касается происходящего. Да, действительно, рацио факты показывают, что не стоит ждать прекращения огня. То есть с рациональной точки зрения, и я считаю, что да, пока таких предпосылок не вижу в упор. Но в политике очень часто случаются те вещи, которые становятся реальностью, те вещи, которые вчера относились к разряду невозможного. И конец этой недели действительно нагнал очень много неопределенности и интриги. О чем там, что там привез Лавров в Куала-Лумпур, вот, с чем выступит Трамп, а может быть уже и за кулисами почти обо всем договорились, но, знаете, вот когда над Киевом летит Ан-124 «Руслан», люди пол Киева снимают, ну, как эпохальную картину, это такое народная примета, наверное, к заморозке. Когда Петр Алексеевич Порошенко вдруг, ну, знаете, как в свое время у Jet Routal был такой классный альбом, то рок-н-ролл, то young to die. Слишком стар для рок-н-ролла, слишком молод, чтобы умереть. Так вот, Петр Алексеевич одевает кожанку в 30-градусную жару и там, позирует с солидарной молодежью. Но это такой, конечно, небольшой факап, поскольку молодежь, скорее, на гироскутерах, там, на электросамокатах сейчас разъезжает. И не в кожанках. Это ну, 80-е, 90-е годы. И деды, которым там за 50 развлекаются на Харли Дэвидсонах и Хондах, купленных за немеренные деньги, но не, отнюдь не молодежь. Поэтому это такой, с точки зрения политтехнологий, факапчик. Ну и остальное. Арест Шабунина, небезызвестного, там же не только обыск. Судя по всему, задержали такие. А то, что это, казалось бы, еще год назад, unreal. Такого не может быть, потому что не может быть никогда, чтобы рукопожатный в посольстве Соединенных Штатов, ну, самопровозглашенный борец с коррупцией господин Шабунин попал в лапы ДПР. Но, видите, все течет, все меняется. Заявление Буданова, это да, это, то есть вчера трудно было бы представить. Ну и вот эта кадровая, ну, вот, суета, я бы сказал, пока вокруг предстоящих кадровых назначений, говорит о том, что да, мы
если не на пороге грандиозного шухера, то каких-то событий. И, судя по всему, вот карты вскроются, я думаю, в понедельник, вторник, станет понятно. Или это пустой звон, или да, действительно может случиться нечто, что перевернет все рациональные расклады, и да, да, действительно, вот тот вариант, наверное, вот в этом вопросе меньшинство, скажем так, будет верить в возможность прекращения огня, ну, такое не исключаю. Иногда интуиция подсказывает, что что-то происходит за кулисами. Что мы не знаем, к сожалению. У нас не так много информации, чтобы из открытых источников суметь сложить такой полноценный пазл происходящего. Ну, вы знаете, Но, как бы там ни было, еще одно событие. Сенатский комитет таки проголосовал за 500 миллиарда помощи Украине. Конечно, это так. В масштабах войны это детишкам на молочишко, но во время избирательной кампании трудно было бы представить, что Сенат, где, как говорится, у республиканцев большинство, поддержит. Ну, может быть, Владимир Александрович таки убедил Трампа в том, что он не халявщик, а партнер. Вот. Такое тоже, ну, наконец поняли, что уязвимое место Трампа – это главное красиво лизнуть и, как говорится, можешь получить то, что никакими, как говорится, убедительными аргументами ты из Трампа не вытащишь. А вот налезть Трамп падок. Что есть, то есть. И ну, то, что такие 300 миллионов пакет военной помощи это из президентских фондов, это вне Конгресса, и то, что Сенатский комитет проголосовал за этот пакет, это тоже, как говорится, вот факт налицо. ну, это уже как бы помощь Трампа. Ну, то Да, есть, да, да, это же не моя война, это война Байдена, но тем не менее вот на 500 миллиарда республиканцы проголосовали. То есть, и я думаю, что Трамп упираться не будет. Ну, послушаем, что он в понедельник скажет. да, он проанонсировал, что вот вы увидите скоро, да, скоро, там есть уже издание пишет, что в понедельник что-то прояснится, какое-то заявление по поводу России готовится. Ну и сам он сегодня говорит, скоро увидите, мол, там, скоро вы все поймете. Ну вот такие интриги. Причем и тоже интересно, интригует Трамп, интригует Лавров, говорит, я отвечу в стиле Трампа, что тут большие сюрпризы, но в то же время говорит, что Россия будет стоять на своем в плане там, своих Ну, да, требований. ну, И не, ну, я не вижу ни на шажочек отхода от того, что было сформулировано еще год назад. Вот. А эта позиция, ну, исключающая, по сути, ну, компромисс возможен только в виде капитуляции Украины. Но капитуляция Украины еще пока ЗСУ стоят, худо-бедно фронт держится, но говорить о капитуляции это было бы наивно. Поэтому что это за сюрприз? Может быть, что-то будет связано с возможностью заморозки под выборы, чтобы провести как раз под условия проведения выборов. Ну, коль Кремлю так не нравится Зеленский активно, они не считают его легитимным и так далее. Ну, можно же попытаться переиграть так, чтобы говорится, продолжение вопроса было уже в руках другой фигуры. Ну, ну, видите, как это все отбрасывают, да, и отбрасывает и сам Зеленский, и в публичной риторике звучат тут в Риме, там куча этих было, что вот нам там и Патриот дадут, и еще дадут, и с британцами ракеты подписали, и вообще там у нас планы дроны клепать в этом году там сотни тысяч, в следующем году прям. знаете, этой серии, вот помните, 12 стульев. Я дам вам парабеллум. Ну, понимаете, парабеллум не парабеллум, но Ермак сегодня хвастается этим самым дроном-перехватчиком. И даже зафиксирована на видео его работа в Одессе сегодня. Ну, знаете, какой-то такой фиолетовый луч меняет цвет. Ну, наша дежурная инсайдерша по Минобороны Безуглая писала о том, что только подписаны контракты, а пока оно пойдет, ну, скажем, в серию и возможно там действительно какой-то пуск, но по последний удар на этой неделе по Киеву, конечно, оптимизм не внушают, что
Да, можно там рассказывать о том, какой у нас процент сбития, но прилетало очень кучно, и в этот раз досталось, отмечу, прошлось, ну, и пострадало и посольство Ватикана. Если до этого как раз вот этот район Солдатской Слободки, ну, он благополучно избегал ударов, прилетало на Лукьяновку, на Артема, то теперь вот пострадал и лицей, в котором учился наш экс-спикер Дмитрий Разумков, и посольство Ватикана. Вот. Если мы все-таки попытаемся понять, так успешен или не успешен был Рим для Зеленского? Ну вот если Ну, там с Рубио и Лавровым вообще ничего не понятно, только можно догадываться, да, потому что это все тайна, покрытая мраком, и даже специально, чтобы увести внимание, это правда увод классический внимания. Запустили вот эту штуку там, где Трамп будет бомбить Пекин, бомбить Москву в 24 году, он там это якобы это говорил. Ну то есть, понимаете, это чистой воды, ну такая какая-то пурга, понимаете, на которую там все ведутся, а по сути ну, что, все скрыто. То в Риме вроде как ну, все открыто. Ну, во внутриполитическом дискурсе people's have it. То есть там это подадут как то, что президент добился невозможного, он сумел, ну, тем более единый марафон, плюс там сетка аффилированных каналов, и те, кто, как говорится, на абонементе у банковой, то есть обеспечит вот такую информационную картинку, что президент добил, это будет да. А то, что, ну, вряд ли президент Трамп читает ту же труху или там вертикаль, ну, вы же понимаете. Вот. А то, что в реальности его положение, ну, я не думаю, что кардинально изменилось. И, вот, и мы видим, когда в рупоре глобалистов появляются такие публикации, там, да, нас пытались убедить в том, что это происки то ли Буданова, то ли Арахами, которые там за 250 тысяч баксов купили джинсу, но, знаете, ну вот, подобного рода джинса, она бы ну, через редакцию бы не прошла. Да, там не против дать возможность журналистам заработать лишние, как говорится, бакс или евро, но есть те вещи, которые ну, за деньги там не купишь. То есть и год назад такое было невозможно. То есть действовало такое табу вот, на жесткую критику. А теперь появление публикаций. И судя по римской встрече, да, это было такое красивое мероприятие, вот как близкий к Петру Порошенко экс-генпрокурор Юрий Луценко отметил, что это, да, съездили отдохнуть там со свитой, прислугой и так далее. Но это нормально, а чего вы хотели. То есть у ребят жизнь удалась. То есть они ж не под Покровск поехали, а в Рим. Там, правда, сейчас очень жарко. И так, организация, правда, прихрамывала. Но ничего другого, там, кроме как там, подколоть эту контору, которая занималась организацией этого форума, о том, что в рекламе используют фотографии с Путиным. Ну, клиентела Петра Алексеевича там, ничего серьезнее не нашла. Ну, там организационные были мелкие проколы, там журналисты ждали аккредитации несколько часов на солнце. Вот, и вот эта рекламка этой конторы там, с Путиным. Ну, у нас же это ж табу, это харам. Ну, смотрите, тут же по поводу обстрелов почему-то зам Ермака Полиса, ну, который по военной части, но опять-таки на азербайджанский ресурс выдает Мгм. интервью. Его тиражируют у нас, смотрите, вот как он мощно сказал. Но это же прям очень интересно. Значит, разрабатывают в Украине перехватчики кинжалов цирконов, то есть гиперзвук. Ну, я не знаю, наверное, это вот головешка, которую показывает Ермак, и которую сегодня там выделили очередные деньги из Киева, то есть бюджета Киева имеется в виду на вот эту штуку. О том, что если нам чего-то не дадут где-то как-то, мы все равно Ну, продолжим воевать, мы сами, да, 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 мы да, да, все да. сами Это сделаем. да, это в стране, где наука финансируется в объеме меньше, чем в самых отсталых странах Африки. Вот, ну,
как-то. Может быть, 30 лет назад и была инженерная, конструкторская школа, которая, в принципе, была в состоянии делать такие вещи. Но э, и это у нас тоже за 30 лет пролюбили, По поводу как и строй. Буданова, которого мы сегодня упоминали, он сделал заявление, что в ближайшие месяцы может наступить прекращение огня, и это совершенно реально. Говорит, реально, да, сложно, это вообще не сложно. К этому нужно, чтобы пришли как минимум три стороны. Ну, тоже почему как минимум, ну, интересно. В общем, Россия, Украина и США. И мы этого достигнем, говорит он. По поводу захода в Днепропетровскую область говорит, что ну, там задача сделать буферную зону. Короче, не расстраивайтесь, это Днепропетровская область, ничего страшного, это просто буфер они пытаются сделать. Не волнуйтесь, никто никуда не пойдет, ничего не будет, вроде как и успокоил, и надежду дал на прекращение огня. Все хорошо. А, Что замазывает Буданов своими вот этими заявлениями? Дыры на фронте и провал военный? Или наоборот, собственно, геополитически, ну, то, с чего вы начали, что есть определенные предпосылки для финала? Возможно, уже что-то знает, но что касается фронта, там есть что, действительно есть что замазывать, поскольку э, мнение, те люди, которые видят ситуацию там на нуле, ну, у них очень мало оптимизма. То есть они реально смотрят на вещи и прекрасно понимают, что все держится на ниточке. Знаете, когда фронт держат операторы вот этих дроноводы, ну, а банально в окопах некому сидеть. Ну, у нас же люди, наша ясновельможная шляхта готова штурмовать Гудвайн по пятницам, но не посадки под Покровском. Поэтому неудивительно, что падает и мотивация, и качество контингента, и в результате, ну, то, о чем писал Владимир Бойко, имеем там уже рекордное количество этих, там же даже шеврон появился. Сила, зухвалость, честь. Ну, СЗЧ. Вот. Огромное количество дезертиров и острейшая нехватка людей в пехоте, в штурмовиках. Ну, а бросать туда как говорится, тех, кто только прошел учебку, еще не обстреляны, ну, это действительно бросать людей на мясо. А, Поэтому у Бутланова может быть и как и первое владение инсайдами, реальными инсайдами, тем учитывая то, что у него есть друзья за океаном, которые ну, отбили 9 попыток сместить главу ГУРа, которого Кремль считает там, глав-террористом, одним из там, такой зловещей фигурой. Вот, отбили 9 раз. Ну и, возможно, как говорится, оттуда у Буданова такого рода информация. Ну и по фронту есть что замазывать. Не волнует, ну, 13 километров буферной зоны в Днепропетровской области. Ну, до Днепра все равно там 150 километров, там, чуть больше. Вот. Но когда прилетают кабы, город-миллионник, знаете, это не шутки. Ну и дальше, в Кривой Рог уже тоже залетают кабы, об Да? этом тоже нельзя забывать. А сегодня Я Да, смотрите, ну, как бы всегда ж у людей вопрос, а где здесь я? Но, знаете, когда начинались бои, начинался штурм Авдеевки, ну, еще в уже далеком 23-м году, многие коммерческие компании из Покровска, а город не бедный, тем более шахты, коксующийся уголь, там есть на чем зарабатывать, они без лишнего шума и пыли релоцировались в Днепр, в Киев. И, как мы видим, это решение оказалось очень верным. Это сейчас касается Сум, это сейчас касается Запорожья и Кривой Рог. То есть потенциально город, который может оказаться под вот этими системными ударами. Тем более, что это одна из ключевая логистическая точка для фронта, вот как раз для того же юго-запада э, Донецкой области, там, где стык с Днепропетровской, Донецкой и Запорожской. Вот поэтому лето там будет тяжелое. Если мы
подразумеваем, что, ну, этот срок, это как это все продажа завтрашних новостей. Смотрите, там через месяц, через два, через три перемирие, давайте вот, ну, в общем, мы понимаем, что сейчас идет война и самая горячая фаза. Вы упомянули ТЦК. Сегодня два таких самых ярких события произошло. Ну, понятно, это удар по Одессе дронами, геранями, шахедами. В общем, это все снимается, все выкладывается. Значит, только нет главного. То есть местные паблики, люди, которые там, даже вот мне пишут там в телеграм-канале и там в комментариях под другими эфирами сегодня, пишут, что это Заньковецкая, вот там. То есть, где, Да, там где-то ну, такая областной центр. Да. традиционное, знаете, там, место, там кто-то называет пытошное, кто-то называет еще чего-то, в общем, именно там, это река Стикс, там, да, которую там пересекаешь, и ты уже из гражданского становишься военным, то есть из обычного человека идешь как бы воевать, да, вот, делаешь этот переход. Но кадров оттуда никому не показали. Показали рядом, показали там в том районе, где попали в конюшню, СТО, показали лошадок, которые пострадали. Показали там, но конкретно вот этого не показывали. До этого же последствия показывали. Да, Почему так? ну, в принципе, с точки зрения коммуникационной поступили. Зачем усиливать потенциально негативную для власти тему? Совершенно очевидно. То есть, с точки зрения коммуникационщиков поступили правильно. Поскольку украинский обыватель, ну, вот наблюдая за вот этими ударами, ну, есть хорошее слово в украинской мове, зловтішаються. Вот слов сочувствия, то там же, по-моему, в Полтаве и женщина-врач погибла при ударе, которая, ну, скажем так, член ВЛК. Вот. Ну, вы Слов знаете, сочувствия к членам ВЛК, как и к ТСКшникам, тоже сочувствия тоже. никакого. Ну, Потому тоже. что, Слов сочувствия не находят. Но мы же к этой ситуации шли. И сколько еще год назад об этом предупреждал, что это аномально. То есть в условиях войны вот так превращать ТЦК в такой полицейский инструмент закошмаривания населения, чтобы сидели, боялись и пикнуть, да, не смели. У нас же ТЦК забирает там адвокатов при бизнес-разборках, там тех, кто слишком качает права, а иногда просто там полицейские, то есть хотят нагадить. Ну, вот, там, допустим, там на место ДТП приезжает ТЦК и человека забирают. Ну, замечательно. Это ж, когда мобилизация является одной из форм наказания, то есть соответствующее отношение будет. И тем более, когда это делается максимально унизительно, просто мерзко по отношению к человеческому достоинству. То есть люди платят той же монетой. И неудивительно в том, что вот в конце концов это поняли и в Кремле, и вот эти социологически выверенные удары, да, к сожалению, к этому очень долго шли. Во всяком случае, я думаю, что можно было, по крайней мере, все ввести в какие-то рамки, чтобы, ну, ситуация не доходила до точки кипения. Она близка к этому. И неудивительно о том, что эти удары, когда, ну, это ненормально, когда люди там бегут там сообщать в паблике координаты, где у них там находится ЦК врагу. Ну, от маємо те, що маємо, як казав наш перший президент. ну, видите, как вот эти удары по ТЦК скрывают абсолютно другие, да, глубинные противоречия. Однако вот в Харькове сегодня, ну, очень жестко народ прибежал и навалял военкомам, отбил парня, которому 24 года, а его, так сказать, ну, пихали в бус. И прям возле вокзала это все, ну, то есть узнаваемые, конкретно Харьков, конкретно там мужики пришли и давай, скажем так, то есть мы никуда не убираем вот это непротивление, причем среди криков, когда ругались, ну, вы полицаи, вас будут после войны вешать, то есть, причем открыто народ это говорит. К А, сожалению, это так. И, знаешь, то, что мы видим, это же не первый прецедент. Ну и, скорее всего, пойдут под уже отработанному алгоритму, будут вычислять, кто был, идентифицировать личность и попытаются тоже примерно наказать. Но это
э, эффекта уже не будет. То есть ситуация уже когда какими-то частными мерами, в том числе карательными, уже ситуацию исправить невозможно. Надо либо что-то системно менять кардинально, ну, либо ТЦК, ну, работа ТЦКшников, ну, подобно тому, как их воспринимают, именно как полицаев. Именно как полицаев. Ну, историческая память же помню, кто ходил, э, там, не немцы же ходили, собирали девчат там на работу астарбайтерами в Германии. Свои же старосты, полицаи, свои же ходили, забирали. Точно так же, кстати, вот в селах сейчас тоже мобилизация, когда у старосты есть понимание, кто где у кого там у жены там за подолом прячется, вот, и идут уже конкретно по адресам. Естественно, как будут воспринимать ТЦКшников. Ну и плюс на наши медиа, ну, понятно, другое. Важно было, возможно, это была одна из таких косвенных задач. Сделать из ТЦКшников там, ну, как говорится, источник всего зла. То есть, ну, если мы проиграем войну, то, наверное, из-за ТЦКшников. Вот так. Перевести на них стрелки. Но, и причем это ж, ну, не чужих власти пабликах там разгонялись вот эти дикие сцены, там, когда людей пакуют, волокут по земле или там вот этот инцидент в Мерефе, когда женщина пыталась тормознуть бусик, в который только что затащили ее сына, и просто там посреди дороги упала и умерла. Это ж часть информационной работы тех, кто обслуживает власть. Вот, ну, есть такая хорошая українська поговорка. Як їхала, то і здибала. Ну, и видите, сегодня тоже такой казус определенный был, когда, ну, это российские, вроде как говорят, российские паблики, хотя там и украинские тоже очень широко тиражируют эту историю о том, что написали на крыле дрона, да, Да, по-украински да. от місцевих мешканців, от местных жителей Одессы. Правильно, орфографически, все как бы по-украински. Но только все возмутились, что Одесса-то, подождите, по-украински не говорит. Почему державную? Ну, тоже акцептировали там по ту сторону фронта украинизацию Одессы. Ну, это тоже. Тем более Google в помощь, там он, как говорится, Google переводчик, ну, по-моему, Google же не забанен в России. Это мета там под ограничением. Google в помощи там можно без графических ошибок написать маркером на этом на шахеде. Другое плохо то, что, опять же, вот дроны-перехватчики, но это все хорошо в свое время. Ну, прошло 3 года, как с момента первых ударов шахедов. Ну что, шахеды модернизировали, изменили тактику, сделали ее более эффективной, увеличилась точность. А что у нас? По-прежнему вот эти маневренные огневые группы, Браунинг, ДШК и что там. Ну, дроны-перехватчики хорошо, но, по-моему, это явно, скажем, ну, как бы система ПВО, когда ее атакует до 500 дронов за вечер, ну, просто не справляется. Это, по-моему, совершенно очевидно. Но это системная проблема. А, Сегодня Зеленский, ну вот, ну как сегодня, он в Риме обнимал Келлога, Мгм. похлопывал его по плечу, а сегодня такой очень интересный инсайт от Келлога, у которого такой график, и мне когда позавтракать пересекся с журналисткой, тя ему дякует, благодарит, тот тоже как бы на неделю Келлог приезжает в Киев. С понедельника, говорит, буду в Киеве. Келлог, лучшее ПВО и лучше дронов-перехватчиков. Ну, это опять же, это наши стереотипы. Они, ну, вот мы тоже считали, что посольство Ватикана это вот безопасное место. Ну, прилетело рядом, пусть. И точно так же и с Келлогом. Хотя, да, вот по всей логике Владимир Александрович неоднократно приезжал довольно близко к линии фронта, но тем не менее не прилетало.
не прилетало по правительственному кварталу, если не считать вот это новогоднего шахеда, который был профессора Зиму с его супругой на Банковой. Вот. По Рублевке не прилетало под Москву или в Барвиху, но и не прилетало по Конча-Заспе. Поэтому ну, вот какие-то неведомые нам красные линии не существуют. И возможно, да, но если, как говорится, правила игры не поменялись. Вот. Посмотрим, посмотрим. Хочется, конечно, надеяться, что неделю можно будет спать нормально, потому что у нас позавчера громыхало впервые, наверное, с 24 февраля. Так, по всем азиям, там, бахов, ну, такого количества шума не было. Было, но такого вот, да, действительно, это Ну, так все представляю, же, что... нам же как говорят, 1000 целей, готовьтесь, ничего страшного, будет 1000. Там ракет накоплено 2000 у россиян. Ну, все как бы все нормально. Ну, то есть, понимаете, в чем дело? То есть, ищут какие-то, ну, такие вот, ну, в общем, успокаивают. Да. 1000, значит, готовьтесь, будет 1000. Хотя, конечно, ну, целей огромное количество. Даже в эти минуты мы с вами сейчас говорим, передают, что там шахидов 30 Воздушная труба. уже отправили в сторону Киевской области. Они туда как раз сейчас и подлетают. Если мы все-таки можем, ну, попробуем предположить, или ну, гадать здесь бессмысленно, здесь нужно вот именно исходя из конъюнктуры процессов. Если все-таки нас ожидают какие-то, ну, такие большие сюрпризы, о которых говорит Лавров, то вы сделали предположение, я, кстати, с ним достаточно, ну, так, разделяю его, тоже согласен, что вполне себе это может быть вариант укатать Кремль на перемирие и остановку огня под выборы конкретно. Ну, то есть, все же видят рейтинги, все же видят, что Зеленский, ну, как бы, ну, его вряд ли изберут. Ну, то есть, Сдувает. очень сильно сдувается. Ну, по-разному. Да, А другой Саш, дело человек в том, что у выборы же, руля. да, выборы могут быть разные. Это может быть эмуляция выборов, э, когда это по форме вроде бы напоминает выборы, а по существу это будет издевательство над свободным волеизъявлением. Тем более, что если зачистить конфигурацию, оставить потенциально в качестве спарринг-партнеров те, кто, ну, хотя и даже и в этой ситуации могут быть, ну, там, сюрприз может прилететь в виде черного лебедя. Потому что уж слишком все закручено. Ну, знаете, ну, как известно, в украинских реалиях бездумное закручивание гаек в конце концов приводит к срыву резьбы. Это поэтому вот Залужный публиковал пост «Боротьба триває» на беговой Ну, дорожке. ну, это тоже кому это пришло в голову. Ну, тем более железный генерал, который ну, оказался на берегах Темзы и в спортивном зале, это, ну, это хорошо, это для генерала в мирное время, а как кто-то зло пошутил, что ему там ботокса и филлеров еще не хватало. То есть слишком уж, ну, э, э, это разрывает тот позитивный образ железного генерала, вот такие селфи в спортивном зале, ну, который его патронажная служба не без успеха формировала вот последние несколько лет. Ну, судя по всему, вот, с момента того, как он покинул должность главкома, ну, видимо, финансирование команды профессионалов, которая с ним работала, ну, было свернуто. То есть, и, соответственно, все подальше, все пошло в разнос. Начали дальше, это называется, знакомый мне очень хорошо сюжет, сам себе режиссер. То есть, а сам себе режиссер, ну, как правило, и люди, которые были куда как более публичны, иногда на таких дров наламывали там, в общении с медиа, там, в позиционировании себя любимого, что потом ну, приходилось долгие месяцы все это разгребать. Ну, с Залужным пока все идет провально. Несмотря на довольно оптимистические рейтинги, ну, с такой постановкой дела, и он рискует пролететь как фанера над Парижем. Очень интересный момент.
произошел. И вот если увязать это, да, там Крюкова его поздравляла с днем рождения, говорила, что он там наш будущий президент, сил тебе, Залужного и так далее. Но Крюкова фигурирует еще в одном очень интересном деле. Значит, несколько дней назад есть такой политтехнолог Олег Пастернак. М, Он, скажем так, решил вдруг ни с того ни с сего у себя в Фейсбуке, есть такая Катерина Любчик, и м, бренд с красноречивым названием Зиелинский and Rosen. Короче, это косметика израильская. м, м. Ниточки тянутся, понятное дело, косметика-то израильская, но, в общем-то, и не без России не обошлось. Об этом все гудят и гудели. Там еще туда, скажем так, одного из Сияра Куршутова, этого контрабандиста, который был в списках, потом всплыл, список контрабандистов, против которых санкции когда-то вводил Зеленский. Ну, то есть, и вот это он все вывалил, и началось. А он ухылянт, а он там такой-сякой. И, в общем, Ну, началась это кампания. И сегодня он извиняется, говорит, что извините, был неправ, там какая-то дезинформация проскочила, интерес в этом есть той же Крюковой, которая хвалит. То есть, понимаете, какая история? это не на тех батон покрошил. Ну, это бывает, это бывает. Ну, и ну, в его положении лучше отыграть назад, ну, 5 минут стыда, чем потом, возможно, несколько лет, кажется, неприятностей. А неприятности у нас могут делать это без проблем. Тем более, что он вполне подходит под критерии мобилизации, да. Учитывая, правда, он прописан вроде бы приписан вроде бы где-то в Одесской области, но тем не менее это не помеха. У нас адвокатов, за адвокатами в центр Киева приезжала Яготинская ТЦК, я имею в виду адвокатов Дубинского. Вот, поэтому, как говорится, он правильно сориентировался, что не стоит выеживаться, а лучше показать «я примерный мальчик». Нет, просто тогда интересно, а кто управляет Украиной сейчас? Кто сейчас, как говорится, правит Ну, бал? И как в этой связи мы можем хоть какую-то кампанию предвыборную ну, представить? смотрите, ну, вы же видите, вот на этой телеге, которая там на него наехала, известный Джокер, ну, кадры оперативной съемки, ну, и не раз появлялись оперативные, ну, прекрасно понимаете, откуда ноги растут. У кого есть возможности там э, оперативного наблюдения или доступа к ну, таким бизнес-документам, которые ну, не валяются там где-то посреди Киева. Э, Понятно, правит такой конгломерат, в том числе и, я же не раз говорю о том, что Украина такая демократура. Вот по форме у нас присутствуют все демократические институты, но реально у нас такое полицейское государство, которое подразумевает неограниченные возможности правоохранительных органов, спецслужб. Ну, и что мы, собственно говоря, мы видим. Многие бизнесмены это ощутили на собственном кармане. Вот когда эта телега делает там предложение, там, снятие материала. Ну, когда видишь, что материал явно, как говорится, э, откуда ноги растут. Ну, естественно, делятся. Куда вот этот гонорар за снятие материала идет? Естественно, тем, кто помог его подготовить. Вот кто руководит вот, в данном случае. Потому что ну, все сводить вот к Фиоле, там, демонизировать Зеленского и Ермака, ну, нам же, знаете, сколько раз видел, когда люди, которые там грудь себя били, о том, что ну, мы там победим коррупцию и так далее. А оказалось в том, что они протестовали не против коррупции, а против своего неучастия в коррупции. Это вот такая довольно стандартная картина. Э, К сожалению, общество, оно проблема в тех, кто вокруг нас. Те люди, которые принимают э, как должное вот эту новую ненормальность и
кое-кто очень весьма успешно на ней паразитирует, процветает. Ну, а остальных все устраивает, лишь бы, как говорится, меня не тронули. Отсюда и ноги растут. Андрей Владимирович, но вот если мы возьмем и посмотрим на перемирие со стороны Кремля, то как-то странно выглядит эта инициатива. Хаб в Париже, ячейка в Киеве, потом в Лондоне. Будем контролировать соблюдение перемирия войсками своими, в общем, в море, на суше. Это вот, ну, это вроде как обсуждалось. Но это делается ведь ровно для того, чтобы Путин сказал нет, потому что сегодня уже звучат, например, какие-то, ну, из Кремля конкретное заявление, да, о том, что Да, если будет нога там натовского солдата, даже подглядывать за перемирием и его соблюдением будущего, еще нерешенного, ну, Кремль против. ну, это совершенно очевидная красная линия для Кремля и то, что не будет принято. А коалиция желающих, но не могущих, ну, знаете, мы уже не раз слышали громкие заявления, но эти громкие заявления не подкреплялись столь же потужными делами. Э, Стало модным такое слово, потужно, но слово должно дружить с делом. И, к сожалению, вот особенно Макрон как раз демонстрирует то, что он максимально поднимает планку, дает такие, делает громкие заявления, но это не подкрепляется реальными возможностями и э, потенциалом. Поэтому, ну, то, что всегда, как говорится, штаб можно создать, но это будет абсолютно номинальная вещь. А то, что, допустим, в том же Яворове, ну, присутствовали и инструктора, и советники, но это секрет Полишинеля, да и в некоторых киевских отелях там чаще можно встретить иностранцев, чем граждан Украины. Ну, это, по-моему, ничего удивительного. А в том, что появится сколь-нибудь серьезный контингент, ну, я в это пока не верю. Предпосылок, каких-то фактических предпосылок для этого нет. Когда удастся помириться с Орбаном? Какая-то прям пошесть, М. то, в общем-то, человека с двумя паспортами ТЦКшники убили и посла вызывали украинского в Ну, Венгрии, Мы же, то мы же, заявления такие очень да, громкие. мы же эту тему разбирали как-то некоторое время назад, потому что для Орбана тема защиты венгерского меньшинства в Украине – это беспроигрышная внутриполитическая карта. Потому что, ну, на ком еще упражняться? Там, на румынских венграх или на словацких венграх, но они члены Евросоюза и НАТО, там, ну, не разгонишься. А вот Украина как раз благодатная почва. Поэтому в том, что если здесь не кардинально не поменяется ну, и гуманитарная политика, и подходы к ну, было же, как бы там ни было, но в Закарпатье была де-факто гуманитарная автономия венгерского меньшинства. И да, действительно, в Берегово, там, в этих магазинчиках ABC, ну, это типичное для Венгрии, вот так, как у нас в Киеве, вот эти маленькие сетевые магазинчики, э, там чаще можно встретить венгерское, будапештское время, нежели время по Киеву. И больше венгерских, ну, иногда на улице видишь больше венгерских номеров, чем украинских. Да, Берегов живет на две страны, это ни для кого не секрет. Но там даже вывеска на местном отделе СБУ, там дублирует украинский и венгерский язык напротив университета имени Ракоца. Но вот эта культурная автономия венгров, она, ну, в обмен на политическую лояльность. Никаких проблем не было. Но с принятием закона об образовании, плюс вот эти языковые нормы, вот этот баланс был нарушен. И понеслось, поехало. То есть, ну, у нас же как бы не сдамся, как говорится, ну, уперлись, ну, соответственно, дали карты в руки
и Серта, и Орбану, и они активно эту тему, во всяком случае, пока там тоже people все это хавает. Вот, в Венгрии. Там это болезненная тема, учитывая то, что, ну, как территории, где проживают венгры, несколько ужались, особенно после Второй мировой войны. И для них это одна из таких ключевых. Это в политическом мейнстриме. Это не маргиналы. Это не маргиналы. А ничего иного, кроме как ну, делать вид, что ничего не происходит, и говорить о том, что ничего менять не будем, у нас пока не придумали. То есть, соответственно, это будет болевой точкой. И перспектив, ну, в ближайшее время, о том, что при сохранении нынешнего статус-кво, то, что там как-то, ну, возможно, вот как было в прошлом году, немножечко так потеплело, казалось бы, потеплело, но потом все стало на свои места. Так смотрите, вроде как с Дудой все было хорошо. Но Дуда, другой Да, сосед, ну, выдает такие умопомрачительные вещи. Во-первых, он там плюется, говорит, недооценили поляков в помощи Украине. И вообще Жешув можем закрыть на ремонт. Нечего туда летать. Дороги наши, аэропорт наш. Что вы себе думаете? Это что, ваше уже? Что вы так перебрасываете? Но когда, ну, ну это как бы с военной точки зрения, а с политической, ну простите, ну когда он говорит о том, что Зеленский узнал об историческом событии Волынской резни от него, от Дуды, а до этого не знал и пересказывает ну, реакцию. это Ну, ж, ну как это? Саш, ну это же сказки Венского леса. Ну, президент и не знал. Ну, если президент не знал, ну, возникает вопрос, что у нас президент просто чтец-декламатор, это которому выдают прописанную роль со словами, которые надо заучить, но это одна из болезненных тем последнего десятилетия, но элементарно, ну, понятно, что тут кто-то не искренен. Ой, кто-то не искренен совершенно. Поэтому с Польшей, ну, тут уже другой вопрос. Ну, ведь э, как раз учитывая то, что 50% поляков настроены к Украине и украинцам не очень-то хорошо. Вот, на этом играют. И то, что еще 10 лет назад было уделом абсолютных маргиналов, говорили, ну, конфедерация это маргиналы. Ну, теперь это тоже переходит в польский мейнстрим. И даже тот же Дуда и вынужден с этим считаться. Другое дело то, что все же забывают о том, что польское экономическое чудо за чей счет? Кто давал инвестиции? Ну, Германия, Соединенные Штаты. Порядка 120 миллиардов. Это еще тех миллиардов, которые были в 90-е. Благодаря чему, ну, Польша так благоустроена и ухоженно выглядит сегодня. Но это все остается за кадром. Там не позволям, ну, традиционно, вот гонор и пихатость, оно ж никуда не исчезли. Вот. Ну, равно как и требовать с Германии репараций, учитывая то, что Германия и так хорошо уложилась в экономический подъем Польши. Ну, вот это, кажется, польские реалии. Ну и, например, то, что более 50% поляков считают, что надо украинцам вернуть в Украину, то есть их раздражает присутствие украинцев. Но для польской экономики это очень выгодно, поскольку украинцы закрыли нишу польских сантехников и слесарей, которые уехали в более благополучные страны, как раз нишу низкоквалифицированного труда. Но это опять же, это налоги, это социальные взносы. От этого никто отказываться не собирается. Ну, такие настроения цветут пышным цветом. Тем более, что, э, как говорится, видимо, жаба это не только наше тотемное животное существо. Нет, ну по поводу там жабы и зависти, это, конечно, да. М, Ну, ну, украинцы никого не переплюнут в этом отношении. Я все-таки настаиваю на этом. Когда там адвокат какой-то говорил, что в Германии вот, ну, есть украинцы в Германии, а женщина из Украины хотела настучать куда следует,
на то, что там женщина другая живет, ну или там мужчина другой, или в общем украинцы живут и получают деньги из Украины, на удаленке работает, и там пособие, а это вроде как... Короче, какая-то Да. дичь, понимаете? Ну, вполне по-немецки. Это вполне по-немецки. Вот как раз это вписывается. Там сообщить о том, что сосед моет под домом машину, что тоже наказуемо в Германии, ну, это в порядке вещей, Ну так, или ремонтируют. ну так Сталкивались. не могли же мы настолько как бы онемчуриться, понимаете? То есть, ну, Ну, а как тебе те, кто сдавал квартиры во Львове и, как говорится, ехал на Бюргер-Бельт в Германию? Ну, тоже как бы это с морально-этической точки зрения не очень красиво, но вписываемся потихонечку. Такая персональная евроинтеграция, а можно кто сказать. будет мирить страну? Ну вот я Ну, вот так просто прикидываю там образы какие-то, может какой-то... Опять получается вот парадокс, какой-то замкнутый круг. Опять получается нужен какой-то, не знаю, там актер, певец, шоумен, известный и популярный, который любят все, которого любят, без исключения. Потому что так сейчас, если посмотреть, ну уже и с актерами-шоуменами тоже напряженка, да, то есть травля идет жуткая, всех. ну, там Кондратюк уже там и сердючку там говорит, что надо обнулить и так далее. Но, знаете, дело в том, что режиссеры это ж, продюсеры это тоже ужасно конъюнктурные существа. То есть они чувствуют мейнстрим, они чувствуют, что это поощряется, это ненаказуемо, и, соответственно, шагают в ногу. Ну, знаете, страна победившего сюрреализма, когда там враг в 40 километрах от Запорожья хвастаются тем, что сбили очередную там табличку, диверсификацией занимаются. Ну так э, с такими согражданами врагов не надо. А вот пока я не вижу тех, кто готов назвать вещи своими именами, что скажу, ведь и за Владимира Александровича голосовали, потому что это Порошенко стал вот так с армией Мовы Вира, и как раз, да, их парохоботы обзывали желудками там и тому подобное, но так или иначе это было большинство. Но это большинство Владимир Александрович благополучно кинул, переобувшись, и из ослабевших рук Петра Алексеевича подхватил вот это знамя армии нового мира, только еще в более жестком и ну, циничном варианте. Это касается гуманитарной политики, это касается церковного вопроса, вопроса державной мовы и так далее. Ну, что, не первый раз Леонид Данилович тоже шел, я прекрасно помню, кампанию 94 года, с какими лозунгами ну, и какими флагами он шел к победе. Но потом благополучно через 5 лет, как говорится, не из-под его пера, там Тима и Дима на тот момент были гуру по политтехнологии, Сергейцев и Куликов. Ну, Сергейцев, который сейчас такой антиукраинский ястреб. Но в тот момент вышла вот эта книжечка «Украина не Россия». Спустя, ну, пятилетка прошла. Это закон украинской политики. Как только задница победившего попадает в президентское кресло, он через несколько лет становится украинским националистом. Андрей Владимирович, Умеров будет хорошим послом Сомневаюсь. в Соединенных Штатах Америки? Ну, я думаю, он будет все-таки как посол получше, чем Маркарова, которая превратилась в такой универсальный раздражитель. Она просто, ну, к тому, что она не карьерный дипломат, а банкирша, как бы там инвестиционная банкирша. Добавились еще и политические ошибки. Демонстрация близости к кругам демократической партии, что, естественно, не могли трамписты забыть.
И Джонсон был абсолютно прав, когда он ставил вопрос о необходимости увольнения отзыва Маркаровой. Меня удивляет, почему это не было сделано в ноябре. Это тоже одна из ошибок Банковой, поскольку это то, что надо было решать немедленно, если нам важны были отношения с Трампом. Ну, очевидно, были какие-то обязы перед демократами, то есть не хотели их обижать. Я прекрасно помню, в 2016 году точно так же Чалый топил за Хиллари Клинтон, что тоже воспринималось как нонсенс, как нарушение дипломатического этикета, ну, то есть участия, но что было, то было. Ну, вот, я думаю, Умеров все-таки он с американскими реалиями знаком получше. То есть, как министр обороны он, конечно, себя не показал, но, может, как посол, все-таки семья живет там и давно живет там. Зачем Это это не для... анонсировать? Смотрите, ведь многие сейчас Но делают очень интересные выводы. Там нашли назначение Залищук, это народная депутатка, когда-то, да, она как бы с Порошенко связана, то есть вот с того как бы лагеря там Залищук да. и Онова, они ходили как-то, мы с Тамарой ходим парой, а там еще с этого, ну, после выборов, да, после Майдана. Птенцы гнезда, птенцы гнезда Сарасова, короче. То есть он ее назначает в Швецию послом, и почему-то посла в Америке Умерова анонсируют. Но погодите, если там Э, ты анонсируешь, это значит, такой. это глава переговорной группы в Стамбуле, а в Стамбуле, заметили, вообще нет разговоров. Вышел Зеленский Мгм. вчера, говорит, ну, еще обмены не закончились, закончатся обмены, тогда будем возвращаться там к переговорам. Так обмены могут идти вечно, понимаете? То есть, если они меняют, оказывается, как потом оказалось, по 30 человек по автобусу поменяли там, да, условно. Ну, да, обмены. Да, это может продолжаться, эта музыка будет вечной. Но, в принципе, Умеров в Стамбуле неплохо себя показал. То есть, как вполне адекватный, взвешенный переговорщик. Ну, как говорится, значит, определенные, скажем так, навыки такой коммуникации у него есть, поэтому я думаю, ну это еще не факт, хотя да, сегодня это пошло так, пошло усиление сигнала, но это же целый такой, целое шоу, балаганчик такой, а кто будет послом, там уже и Точицкого примерили, и Жовку, ну кого только там не факт еще, пока решение не принято. Ну, тянут же, создают интригу. Ну, важно, чтобы бросить вот эту косточку, чтобы ее все подойдет, не подойдет Умеров. Но еще непонятно, что будет с переговорами, там, учитывая то, что Азербайджан нахохлился. Вот, и прекрасно понимаем, том, что теперь вот в условиях ухудшения российско-азербайджанских отношений, ну, будет и осадочек в отношении Стамбула. Вот, может быть, и Рияд или Джида. Ну, понятно, что для Эрдогана это важно, чтобы все проходило в Стамбуле. Но ситуация может измениться и понадобится другая площадка. Поэтому не факт, что еще в Стамбуле. Значит, Bloomberg публикует материал, что 14 июля Трамп может ввести новые санкции против России. По их данным, это могут быть 500% пошлины на российскую нефть и, внимание, уран. Уран. Мгм. Значит, и поэтому, мол, такой хитрый Трамп, мол, следите, чем это все обернется, что будет. Вместе с этим сторонники Трампа недовольны решением его отправлять оружие дополнительное в Украину. Об этом пишет The Times и уточняет, что поддержка Трампом Украины – вопрос, который вызывает тревогу среди сторонников президента, и они за это, мол, не голосовали. Трамп, что ж ты делаешь? Да, то есть, Ну, неважно идут дела у Трампа. Ну, начиная э, с провалов в кадровой политике и тот же Колби, который э, остановил вот этот, пришлось самолеты опять разворачивать. Ну, как бы там ни было, но это один из немногих профессионалов в команде Трампа. Но он не изоляционист. То есть как раз намного ближе к правоверным трампистам, которые считают, что что там происходит в Украине, это не наше дело. То есть у нас есть проблемы поважнее. Но это может, да, действительно сыграть в минус. И в целом, то есть мой прогноз пока на промежуточные выборы 2026 года для Трампа все складывается очень неблагоприятно.
конфликт с Маском, как бы там ни было, но получится, не получится у Маска с партией Америка, но это вот вилами по воде. Тем более, что это уже не первые попытки, еще более 120 лет тому назад вполне успешный, как политик Теодор Рузвельт пытался ввести в политику третью партию. Это закончилось фиаско. Фиаско закончилось в 90-е годы попытка Росса Перо, миллиардера, также создать такую третью силу. Ну, у Маска есть ресурсы, может быть, выберет более правильную стратегию, завоевать хотя бы несколько мест в Конгрессе или в Сенате, вот, и уже дальше плясать. Но это может оказаться проблемным моментом для Трампа, поскольку это может отнимать голоса как раз у республиканцев, у трампистов, а у демократов будет расти. Ну и добавим то, что всегда действующий президент проигрывал промежуточные выборы. Ну, это одна из закономерностей американских избирательных кампаний. Поэтому ну, понятно, то, что с 26 года Трамп может превратиться в такую, ну, и если не хромую утку, то, скажем так, президента, у которого возможности окажутся очень серьезно обрезаны, без Тихий, большинства в Сенате. ну, об этом говорили раньше, но Тихий вышел и сообщает о том, что готовит около 20 указов о смене послов Зеленский в странах Г7 и Г20. Вот это вот как бы, ну, такой анонс, да, вот такой анонс. Будут смена послов. Соответственно, Смена на кого? Смена на кого? Это ж, ну, если это смена шила на мыло, ну, тут, по-моему, все понятно. Ну, до сих пор, кем эти послы назначались? J7, J20, ну, при Зеленском, ну, если раньше СНБО был отстойником сбитых летчиков, то теперь дипломатическая служба, ну, и не только, и, как и Верховная Рада, сборищем, вот возьмите нашу послицу в Болгарии. так как Его, Залужный, если его поменяют, куда пойдет? ну, на пенсию. Ну, он же Ну, если как Маркарова, может быть, как Маркарова, то есть, если он соблюдет политез, ну, переместят там по горизонтали с понижением. То есть, Маркарова, может быть, получит, но э, я не знаю, может, для нее ее рестораны украинской кухни в Вашингтоне окажутся важнее, чем какая-то там второстепенная, второразрядная должность в Киеве. Но по Маркарову четко было сказано, о том, что она остается в команде. Ну, посмотрим, как Залужный. Но, судя по всему, вот то, что если читать между строк заявление Сибири, то это, кажется, вряд ли Залужный получит что-то адекватное его рангу, званию, ну, и амбициям. поживем, увидим. Давайте подведем итоги нашего вопроса. Верите ли вы в прекращение огня в этом году? 10% да, кратковременное. 10% да, длительное, договорятся, но его сорвут. 12% да, длительное, до выборов. Ну и Мгм. 69% нет, не будет никакого вообще от слова совсем. Что скажете, Андрей Владимирович? Ну, да, то, что я не раз говорил о том, что, ну, можно там тысячу раз говорить о том, что там в России диктатура, персоналистский авторитарный режим, но в России власть вынуждена ориентироваться и на общественное мнение тех, кто... Поэтому просто так вот развернуть на полном ходу, рвануть ручник и сказать так, все, как говорится, война закончена, все могут быть свободны. Нет, такого. То есть, общественное мнение к таким сюжетным поворотам надо готовить. И за один день это не происходит. Так, ребята, сюрприз. Вот. Поэтому пока предпосылок я не вижу ничего, чтобы свидетельствовало, скажем, говорило о том, что все может остановиться.
Да, значит, друзья, переходим к вашим вопросам. Начнем, пожалуй, с вопросов в закрытом клубе «Шелест», а потом перейдем к сообществу и пообщаемся с чатом. Все как всегда. Соната спрашивает. Лавров и Рубио встречаются, общаются, перемигиваются, решают вопросы. Одновременно Трамп угрожает санкциями, размораживает поставку оружия, крику от него много. Так что истина, крик угроза Трампа или спокойный разговор Рубио и Лаврова? Потому что похоже, что Трамп просто отвлекает внимание, как делали лохотронщики в 90-е. Между тем, Да, это дело делается верховые, в да. тишине. Какое мнение Андрея Владимировича? Да, знаете, ну как многоходовочка, верховые, да, действительно, они отвлекали внимание, а там внизу, там с шустрыми кручу-верчу, запутать хочу, я приехал из Америки на зеленом велике, вот так. Возможно, как раз истина, она ближе к коммуникации Рубио и Лаврова, а Трамп, ну, у Трампа, как известно, 7 пятниц на неделю. То есть сегодня он доволен, завтра недоволен. Ну, пока, во всяком случае, санкционная дубинка, она не органична Трампу. И да, вот этот законопроект, который толкает Линдси Грэм с 500% санкциями, ну, не получится ли, что это будет выстрел себе в ногу? Угу. Вот, second floor. И самое главное, там нюанс, о котором не все говорят, в том, что там Трамп акцептировал, потому что да, я готов, но с условием том, чтобы рубильник от этих санкций был в моих руках. То есть, чтобы у него было ручное управление, включить, выключить. Вот так. Да, значит, следующий вопрос. Да, Киев, воздушная тревога сейчас объявлена. Ну, в самом Киеве имеется в виду, в области давно. Следующий вопрос от Андрея. Добрый вечер. Если нынешняя Украина в самом широком смысле этого слова признает нормативные акты СССР легитимными, например, указ Президиума Верховного Совета от 1954 года о передаче Крымской области из состава РСФСР в СССР, то почему СССР называют оккупационным режимом? А если нет, то почему Крым считают своим? Объясните, пожалуйста, это противоречие с украинской точки зрения. Ну, это противоречие, по-моему, совершенно очевидно. То, что, как и в экономике, это приватизация прибыли и национализация убытков. У нас же никто из тех, кто сбивает таблички, и те, кто проклинает темное советское прошлое, большинство из которых родились и СССР не видели. Они же никто не хлопнут дверями квартир, которые там родители и дедушки, бабушки получили от советской власти. Никто из наших хозяев заводов, газет, пароходов, ну да, пилят некоторые предприятия на металлолом, но опять же, чтобы положить себе в карман. Но никто от собственности, то, что было построено во времена СССР, не спешит отказываться. Вот поэтому это такое, то, что мне выгодно, если мне это выгодно, это хорошо. А все остальное, как говорится, Аллахам, ну вот возможность, как говорится, там потоптаться на очередном памятнике, там перекрасить, там сбить табличку с названием улицы, ну вот, имитация жизни по-новому. Алекс, максимально короткий вопрос. Скоро выборы в Украине? Мгм. Ну, знаете, вот Петр Алексеевич на байке, в байкерской вот этой кожаной куртке в жару, но это к выборам. Это к выборам. Другое дело, то, что еще непонятно, что с войной, но, как говорится, разогрев, то есть участники больших перегонов уже начали разминаться. До, Поэтому ну, опять-таки, осенью. Возможно? у нас, в принципе, все возможно. Ну вот Вот, опять-таки, смотрите, такая вот просто есть тоже с точки маркер. зрения закона, процедуры, да, ну, как бы выбор уже там на 26-й год. Но у нас все могут отчебучить. Ну вот смотрите, была же четкая, вот сегодня пятница. Я прям помню, Мгм. что Мгм. на вот этой неделе, которая заканчивается, Верховная Рада должна была проголосовать продление военного положения. И где? Ну, ну, вот как и сегодня могут продлить, завтра могут отменить. Ну, я здесь не вижу никакой
трагедии. Другое дело то, что закон, вот эти одноразовые законы о выборах еще не готов. Ну, это то, что знаю. Вот, то он еще в очень сыром виде. А без этого, ну как-то, его же надо сначала проголосовать, надо хотя бы дать, ну, чтобы люди успели с ним ознакомиться, ведь организация выборов – это гигантский механизм, в котором сотни тысяч людей задействованы. Но пока там еще, несмотря на самого Стефанчука, там еще конь не валялся. Мгм. К сообществу YouTube. Руслан, почему в России коррупционеров сажают, а в Украине нет? И не является ли это основной причиной положения дел на фронте? Ну, одна из причин неэффективности. Но в России государственный аппарат и карательная система действуют, ну, скажем так, более эффективно и дисциплинированно. Но у нас традиционно вот гетьманщина, то есть очень сильные вот, строгость законов компенсируется их возможностью неисполнения. Или, как говорится, возможностью внесения откупного. То, что да, действительно, вот когда самоубийство министра транспорта и последующее его увольнение, ведь он там застрелился, по-моему, в субботу, но это очень, причем его считали протеже Ротенберга, это не чужой для Путина человек. Но ничего, Новиков, там, тот, кто его заместил, он тоже протеже Ротенберга. Ну, от перестановки фигур, как говорится, э, баланс не меняется. Но, Да. ну, неприкасаем. Сидит уже год, сидит один из замов Шойгу, который 13 лет, ну, казалось бы, непотопляемый был в своей должности. По-моему, Попов. Белоусову вынесли приговоры, такой серьезный срок. Ну, то есть, ну, это азы госуправления. То есть, если у нас, как говорится, как и наши антикоррупционные органы, абсолютно бесполезные по своей сути, посчитали это ж на каждую возвращенную государством гривню приходится 12 гривен на содержание вот этой межпухи в виде НАБУ. То есть, ну, с коррупционерами. Поймали, как рыбалку на телеканале Discovery. Поймали, показали, отпустили. Ну, так это разлагает государство. Так государственный механизм работать не может. Ну и, соответственно, это одна из причин того, что у нас происходит, когда даже с оборонными заказами, ну, все по этой же схеме. Распил, откат, занос. Вот. э, Мгм. Значит, следующий вопрос. Объясните, пожалуйста, Мирослав спрашивает, как трансатлантические корпорации смогли взять под контроль правительства таких государств, как Франция и Германия? Спасибо. Ну, там, кто, по-моему, Макрона называли Моцартом финансов, ну, и тень. Вот. Под контроль взяли, ну, прежде всего, глобалистские элиты. Ведь, ну, конспирология, сам там небольшой любитель, стараюсь все-таки опираться на факты, но предыдущее, в 22 году, собрание Бильдербергского клуба, и, а до того, ну, это вопрос о поставках вооружений Украины и масштабной военной и финансовой помощи, ну, ни шатка, ни валка буксовал. А тут как раз буквально проходит 2 недели после того, как разъехался Бильдербергский клуб, и такое решение принимается. Поэтому те люди, у которых триллионные активы, в руках у которых колоссальные финансовые состояния, семьи, кланы, они в состоянии влиять и на кадровую политику в таких странах, как Франция, Великобритания. Ведь, посмотрите, те, кто пытается вот как-то влезть в расклады, ну, возьмите с Ле Пен, ну, где? С пляжа. Поэтому, а во Франции, надо сказать, что ну, э, умеют это делать по-французски элегантно. Так, значит, приветствую. Возможно ли, что оружие Трампа едет только для Западной Украины на будущее, в обмен на договоренность, что Россия остановится, взяв в свою очередь под контроль интересующую ее часть? Ну, скорее всего, все-таки поедет оружие такого выраженного оборонительного характера, ну, из системы ПВО.
Но окажется ли оно на Западной? Оно может вполне оказаться и на Западной Украине. Ну, и, скажем так, если события на фронте приобретут неблагоприятный характер, то вполне может оказаться на Западной. Но ехать оно будет, опять же, через Жешув, это, через который идет 90% военной помощи. Ну, если вам там э, рассказывают о том, что там через Одессу, там через Румынию, там мизер. 90% идет через Жешув, через территорию Польши. Вот. Понятно, оно будет проезжать через Западную Украину, но большая часть все-таки оказывается там, на востоке, на севере Украины. Мгм. Вероятность. Алексей, это правда, что на данный момент многие украинцы уже поменяли позицию и ненавидят Путина и Зеленского одинаково? Дело в том, что сейчас, ну, это встречается такая позиция. Но говорить о том, какой процент, ну, я не раз подвергал сомнению ту социологию, которую публикуют, при том, что 80% опрашиваемых отказываются отвечать на вопросы, а значит, нам неизвестно их мнение. А то, что публикуется, это несет вполне очевидный пропагандистский и формирующий характер. То есть социология как продажная девка политтехнологов. Поэтому говорить о том, какой это процент, достоверной информации нет. Но то, что общественное мнение меняется, это заметно. Но о процентах судить не готов. Так, значит, следующий вопрос. Почему украинские эксперты утверждают, что Россия целенаправленно наносит удары дронами и ракетами по гражданским объектам, так как большинство ударов приходится на военную промышленность, заводы, по мнению жертв от избиений и выкидывания тел в каналы и реки от рук ТЦК больше, чем от российских атак, учитывая, что в недавней атаке 750 дронов и ракет пострадало около 20 человек без погибших. Целенаправленно это когда по пляжу в Курске или в 22-м Калининская больница в Донецке, что привело к повреждениям здания и угрозе безопасности пациентов, персонала и так далее. Значит, почему такое мнение есть, что Россия бьет четко по гражданским? Ну да, действительно, в последнее время говорят, что вот террор. Ну, знаете, но реальность данная нам в ощущениях. Э, Ко мне уже вечером 25 февраля 2022 года прилетело во двор. Ну, военного объекта поблизости точно не было. Ну, говорят, что там видели украинские гвоздики, возможно, за ними гонялись. Ну, как бы там ни было, прилетело. И это там чудо, там од- одноклассницы жены ребенок на диване спал. Вот, буквально там в считанных сантиметрах прошла шрапнель. Ну, а последнее, знаете, да, понятно, что российские медиа там раскрутят историю вот этого пятилетнего мальчика, закрывшего свою маму в Курске на пляже. Да, это трагедия этой семьи. Но в тот же день российский FPV-дрон убил однолетнего ребенка и тяжело ранил его бабушку в Херсонской области. Об этом понятно, что российские пропагандисты об этом писать не будут. Прилет по роддому в Харькове. Там, ну, без смертельных, то есть там жертв нет, но ранения, контузии получили несколько рожениц тоже. Так что там точно не ракета украинской ПВО, как в таких случаях. Ну, знаете, давайте будем просто объективны и будем людьми. Подобно тому, как я не повторял за некоторыми вот эту адскую хохму про взорвавшийся кондиционер на здании Луганской обладминистрации. Хотя, ну, любому человеку, служившему в армии, было понятно, что и куда и что прилетело. Но, к сожалению, на войне очень много того, что не делает чести ни той, ни другой стороне. Вот это надо признавать. А так, ну вот, как у нас, там, мы воины света, или там мы освободители и так далее. Ну, нет такого. Ну, давайте будем просто э, хоть с собой честны. Добрый вечер, Александр Андрей Владимирович. Вопрос. Современная демократия дошла до точки, где остались выборы без выбора или выборы, где выбирают между партиями, покрывающими педа
ФИДов или партиями, поощряющими смену с пола у несовершеннолетних. И это не пропаганда, а медицинский факт. У вас есть видение будущего, где демократию перелистнут и будет что-то после? Заранее спасибо за ответ. Ну, есть тренд такой, набирает обороты. И то, что мы видим в Германии, когда набирающие баллы альтернативу для Германии, которая может в перспективе разрушить вот эту э, качели между социал-демократами и христианскими демократами. В Британии, где британский извод трампистов партия реформ Найджела Фараджа, ну, она явно куда более правая, нежели нынешние консерваторы и лейбористы. И набирают во Франции национальный фронт. То есть как раз правая трампизация Европы, она ну, не за горами. Другое дело, то, что понятно, что этому будут правдами, неправдами, подобно тому, как вы увидели в Румынии, будут пытаться это сбить, эту волну, это да. То, что у нас, к сожалению, за демократическими, скажем, атрибутами скрывается вполне ну, такой запрограммированный выбор. Голосуй, не голосуй. Это тоже факт. И Украина, судя по всему, нас подвели очень близко к таким выборам, когда страну поставили на два правых крыла, вот и выбирай, там, кто тебе там милее, третья штурмовая или Азов, вот, или там, Евросолидарность и блок Зеленского. Вот, почувствуйте разницу. Борис Но спрашивает. все меняется, и как раз реконкиста, вот такой реванш сил, которые будут опираться на традиционные ценности, он, возможно, не за горами. Борис спрашивает. В Донецкой области есть село Торское, которое уже давно перепахано снарядами вдоль и поперек. На протяжении 3 лет оно постоянно переходит из рук в руки. То Россия войдет в село, Украина на следующий день восклицает «выбили агрессоров». Можно предположить, что России это Торское не особо важно. Во всяком случае, она не принимает решительных мер в споре за этот крохотный клочок земли. Но вопрос в другом. За все это время здесь столько сточено живой силы и техники с двух сторон, что это не подлежит никакой логике и никакому оправданию с точки зрения военной необходимости. Неужели ума нет ни у украинских, ни у российских командиров? К сожалению, вот у нас же в числе вот таких стандартных забросов это Жуковщина и так далее, но, к сожалению, если посмотреть на те потери, которые, допустим, вот под Клещеевкой, там буквально там поля смерти, то есть там, где украинская армия понесла очень большие потери, и там очень много и осталось. И то, что вывозятся теперь по обмен телами, вот, это пример как раз такой жуковщины. То есть, когда банально те части, которые ну, были вполне боеспособны, были вполне подготовлены, смотивированы личным составом, просто стирались в ноль. Ну, а сейчас у нас рвут волосы и рассказывают о том, что у нас воевать некому. Ну, так воевали. К сожалению, не щадя личный состав. Главное, ну, как говорится, предстать перед вышестоящим начальством в благовидном свете. Но это и по ту сторону там не очень сильно заморачивались с фактором потерь, тем более, что когда там, в 23 году, 22-23 год начали выступать вагнеровцы, которых было не жалко, вот, учитывая специфику контингента и где это все было набрано, ну, соответственно, и потери были абсолютно дикие. Но у дончан просто хочется задать вопрос, а оно того стоило, там, если отмотать на 2014 год, чем все это обернулось? Это, ну, Ну, это такой... восстанавливать. Не-не-не, смотрите, это сейчас очень... Если дончан спрашивать, да, это Да. сейчас очень такой своеобразный вопрос. Особенно ввиду того, что сейчас творит Зеленский с русским языком, памятниками, школами, вот это все, что мы видим, этот ужас, да, когда, ну давайте так, отдельное, ну то есть вот эта вот Украина, которая навязывает, да, это же четкое навязывание. Маркер свой, чужой, тут все понятно, Нет, но подождите, когда в да. Ивано-Франковске сидит чувак
на небедной машине, на приличной. Ну, там, У него Цой там жив на стар- номерах, понимаете? старый посад, да, приходит очередной этот провокатор. Ну, так в Донецке ты бы так не подошел. Ни сейчас, ни через Естественно, 20 лет. Ну, то бы есть, натолкнуть. Да, да. понимаете, в чем дело? И, конечно, я вот чем дальше вот это, если анализировать, пытаться, ну, не вот эти там Мгм. точечные, понятно, что точечные трагедии, но вот чем дальше анализируешь, ты немножко понимаешь, так и не нужны просто эти люди. Их голоса не нужны. Ну, мы с Да, вами да. как Нет, так политтехнологи. я же, по-моему, и вам рассказывал о том, что, ну, особенно при Порошенко было стойкое ощущение того, что Донбасс просто выталкивают из Украины. Вот. И очень многие вещи, вот, ну, то, что, как говорится, не афишировалось, когда одному из активистов Майдана говорю, что все-таки, может, стоило бы выполнить договоренности. Да нет, там ФСБ нас всех там передавит, передушит и так далее. Но было понятно то, что, ну, старая истина. Пакта серванта сунт. Договора должны выполняться. Поскольку невыполнение договоренности, ну, как правило, оно влечет долгоиграющие и куда более тяжелые последствия. Но с Донбассом проблема в том, что Порошенко и Зеленский, они приходят и уходят, а то, что Донбасс, это был Не-не-не, подожди, извините, но что Зеленский пока никуда не собирается. ну, Извините. знаете, это логика намерений, а есть сила обстоятельств. Да, ну, некоторые там считают, что и на 20 лет он там закохтился. Ну, не, ну, это Да, значит, чат-трансляция. Ирина Иванова. Аваков станет президентом Украины, если будет участвовать в выборах? нет, не станет. Это не электорально неизбираемая фигура. Людмила Тарновская. Андрей, как вы считаете, в Украине есть еще правоохранительные органы для граждан? Спасибо. Нет. Нет, у нас есть правопохоронная система, ну и, скажем, имитация судебной системы, в которой обитают позвоночные и присмыкающиеся. Ну, судя по некоторым столичным судам, вот, тем решениям, которые принимаются. Ну, вот, там позвоночные и присмыкающиеся и правопохоронцы, так называемые. Да, значит, что можно сказать об украинцах? Сделай сейчас выборы, они опять Зеленского выберут. Согласны с этим? Нет, не согласен. Если будут выборы, а не эмуляция выборов, ну, выберут кого-то другого. Но ну, как раз задачей политтехнологов, которые там сейчас выберут президента, создать такую ситуацию, чтобы были выборы без выбора. Руслан, Вот. вопрос Золотарева. Какие еще нужны санкции для России, чтобы она отступила? Ну, по-моему, вот с санкциями лоханулись банально, поскольку такие вещи они должны просчитываться. А за санкции, ну, агитировали, ну, не последние умы в области экономики, которые там через полгода экономика схлопнется. Ну, как не прислушиваться к такому авторитетному мнению? Ну, как раз на этих авторитетных заключениях базировались политические действия, которые оказались в силу неверности оценок, неучета всех обстоятельств, оказались неверными. Россия хорошо подготовилась к усилению санкционного давления. Более того, были приняты грамотные экономические, финансовые решения. Тут надо дать должное и э, нынешнему министру обороны Белоусову и Набиуллиной, главе Центробанка. Ну и в результате эффект этих санкций, да, болезненно, но не смертельно. То есть ничего не слопнулось. И к возможному усилению, во всяком случае, пока наши европейские партнеры покупают на куда большую сумму энергоносителей в Российской Федерации, нежели там помогают, поддерживают Украину. Вот это вот реальность. И пока, да, у Путина есть возможность и дальше тратить 1,5 миллиарда долларов на войну. То есть Россия там, третье или четвертое место по объему военных расходов. Пока разговор о том, что вот-вот там экономика не выдержит, ну, это из рассуждений пикейных жилетов. Там пока все нормально. И ситуация экономическая и финансовая куда лучше, чем нежели у нас. 684 миллиарда золотовалютных резервов. Ну,
Почему еще? Э, И Люд- нет долга, да, такого Людмила объема долга. спрашивает, евреи из Израиля закупают недвижимость в Одессе. Вам не кажется, что встреча Трампа и Нетаньяху подтолкнула Трампа на военную помощь, чтобы Одесса досталась им? Ну, ну, уже Крым, там, Кедми, Яша Кедми там выступает с тем, что вообще-то по договору Российской империи с турецким султаном, в случае, если Россия откажется, то Крым должен быть возвращен туркам. Ну, знаете, это из области досужих фантазий. То, что, ну да, в последнее время становятся модными рассуждения на тему о том, что народу без земли, землю без народа. Вот и то, что происходит, допустим, в той же Херсонской области, где там большая часть населения просто снялась. Потому что после разрушения Каховского водохранилища, ну, там э, очень большие проблемы с тем, как вести сельское хозяйство и просто жить там. Ну, поэтому это вызывает, естественно, вопросы и наталкивает на конспирологические версии. Но в Днепре пока, во всяком случае, такого ажиотажа, учитывая то, что там крупнейший в мире еврейский центр, Минора находится, такой небоскреб в центре Днепропетровска, бывшего Днепропетровска, нынешнего Днепра. Но там такого ажиотажа по скупке гражданами Израиля недвижимости я не вижу. Ну чего, в Умане показывают детишек, часто Не, ну блогеры да, там это, ездят. это датишный, это религиозный, ну, это отдельная тема. Да. Это отдельная. Андрей Золотарев был моим собеседником сегодня. Знаете, вот с какими-то, с негодованием, да, вот люди об этом говорят, ну вот с негодованием. А по большому-то счету, ведь это тоже такой же фиолетовый луч. Луч, да. Такая же точно сказка для того, чтобы людей отвлекать от главного, от того, как они оскотиниваются на этой войне. И, Ну вот естественно, кто-то гребет под себя, не в себя, ну, кто-то необходимость. черствый, кто-то идиот, кто-то там огрубела кожа и вообще все равно на всех, кто-то, ну, в общем, ударяется, потому что она же как это, пропаганда, да, там, с одной и с другой стороны, она Ну, же важно, как чтобы вера. мир был разделен свой-чужой. Да, вот и то, что не вписывается в каноны своего, ну, естественно, это должно восприниматься как вражеское. Но мы-то с вами стремимся. У нас нет цели кому-то тем или этим понравиться. Ну, стараемся быть объективными, насколько это возможно. Я благодарю вас за время и мысли. Друзья, увидимся с Андреем Владимировичем через неделю, в следующую пятницу. Вы берегите себя, всем добра и света. И айда на шум тоже будет прямой эфир сегодня, поэтому всех приглашаю.